Вот сейчас очень много мы говорим о том, как оценить эту войну. Потеряли 27 миллионов. Это, я думаю, не полная цифра. Есть мнение, что даже больше, до 40 миллионов. Ну, такие страшные потери. Как оценить? Что такое 9 мая? Это праздник или не праздник? Вот я подхожу к 9 мая так. Это не столько праздник, это день поминовения, день памяти, день скорби о тех, кто сложил свои головы. Очень дорогой ценой досталась нам эта война. 24 февраля российские войска вторглись на территорию независимого суверенного государства Украины. Это было бесчеловечное, такое людоедское вторжение, подлая война, развязанная против братского украинского народа. И сейчас у меня, как у ветерана, сердце кровью обливается, когда я вижу, сколько смертей, как убивают женщин, детей, стариков, как бросают снаряды на больницы, на детские дома, не считаясь ни с чем. Почему эти дети должны страдать? Смотрю, эта бабушка идет, ее тащат за руки, она не может переступать ноги. Не знаю, у меня слов нет. Я только брожу всех, вспоминаю, сколько мы пережили. Но никогда в жизни я не думала, что такое может повториться. Даже не знаю, что. Но я себе не представляла, что такое может опять быть после того, что столько людей пережили. Мы не находим этому объяснения. И нам не поддастся никаким высказываниям, кто прав, кто виноват. Мы категорически против военных действий. Мы за то, чтобы все вопросы решались мирным путем. Поэтому я с того первого дня больше китель с наградами не одеваю, пока эта кровопролитная война не кончится. Приветствую всех! Вы смотрите канал «Диагноз Путина». И с вами я, Сергей Антонов. Наш сегодняшний выпуск мы хотим посвятить 9 мая. Дате, которая когда-то символизировала скорбь миллионов, подвиг народа и цену мира. Сегодня мы попытаемся разобраться, как в день, в который наши деды со слезами на глазах говорили «никогда больше», в путинской России стал днем оправдания новой войны под лозунгом «можем повторить». Все мы знаем, что в Советском Союзе, когда еще были свежи воспоминания об ужасах той войны, День Победы задумывался как напоминание о цене мира. Напоминание о том, что война – это не праздник, это не парады, не салюты, не дешевая показуха с ракетами. Это смерть. Сожженные деревни и стертые с лица земли города, миллионы жертв, сломанные жизни и дети, оставшиеся сиротами. Это земля, пропитанная кровью, это тишина на братских могилах и дрожащие руки ветеранов, которые даже спустя десятилетия не могут спокойно вспоминать, через что они прошли. День Победы – это день скорби и памяти, праздник со слезами на глазах. Не в переносном, а в самом буквальном смысле. Многие из нас еще в детстве почувствовали смысл этих слов, просто глядя на своих дедов, когда они молча вытирали слезы, стоя у вечного огня. Но в сегодняшней России этот день превратили в безумный клоунский карнавал победобесия, где под лозунгами «На Берлин» маршируют детсадовцы в военной форме. Туман, холод.
издевательство над здравым смыслом, когда новорожденным уже в роддомах надевают на головы солдатские пилотки. Кадры военной тематики с новорожденными могут сделать молодые мамы. В больнице имени Атаманова появилась добрая традиция – предлагать на выписке сфотографировать малышей в миниатюрных пилотках и плащ-палатках, которые шьют медицинские сестры отделений в свободное время. Участие в акции исключительно добровольное. Каждый предмет одежды тщательно обрабатывают после использования. Инициатива призвана напомнить о связи поколений, о том, что даже самый маленький гражданин России – часть большой истории. В пляску на костях, где школьников в униформе солдат Красной Армии заставляют опускаться на колени, опираясь головой в пол, чтобы поднять над собой импровизированные могилки с именами погибших солдат, изображая кладбище. Глядя на то, что творят россияне 9 мая, приходит понимание. Они и на сотую долю не понимают глубокого смысла Дня Победы. И вместо того, чтобы отдать дань памяти, устраивают вакханалию победобесия. За всей этой показухой, похабщиной, лицемерием и позором скрывается главное. Путинский режим цинично и подло превратил День Победы в главный инструмент своей пропаганды и оправдания военных преступлений против украинского народа. Каждый год, 9 мая, мы слышим из всех утюгов одни и те же лозунги кремлевской пропаганды. Мы победили фашизм, мы спасли мир. Но взяв на вооружение образ Великой Победы советского народа, путинский режим в то же самое время, не стесняясь и не скрываясь, вероломно бомбит город-герой Киев и сжигает дотла украинские деревни, как это когда-то делали немецкие фашисты. Мы защитили в 1941-1945 году страну от страшного злодея. Но не будьте же вы подобным злодеем. Его цель была понятна. А тут, можно сказать, близкие по происхождению родственные души, и с этими душами так расправиться. Как можно было в нас увидеть врагов, которых он уничтожает? Как можно было? Кто же мы такие? Мы же мирные люди, мы же ничего у него не брали, ничего не просили, мы себе жили. У тебя своя есть Россия, большая, огромная. Вот там себе хозяйничай. Зачем тебя сюда кто звал? Это не просто цинизм, это предательство. Предательство самой сути той победы, которой так бесстыдно и подло прикрывается путинский режим. Наши деды сражались с теми, кто нападал и убивал, с теми, кто вел захватнические войны, оправдывая их идеями расового превосходства и правом сильного. Сегодня в роли такого агрессора выступает Россия. Именно российская армия вторглась в Украину, пришла на чужую землю, чтобы диктовать свою волю другому народу, отказывая украинцам и Украине в праве на существование. Это идеология превосходства и насилия. И сегодня именно Кремль – главный ее носитель.